Она просто подошла и поцеловала меня. В порыве чувств я притянула его к себе, поцеловала в губы и убежала. Мне ведь только исполнилось 20, и я еще не думала о замужестве. Я просил ее телефон, она не хотела его Я давать. думаю, сначала я ему понравилась, потому что... Она нечто. Мы познакомились в магазине. Мы учились в одном классе. Он подошел и сказал, что знает отличную Он девчонку. танцевал хорошо, но не слишком. Он был для меня родственной душой. Она моя королева, а я, конечно же, король. Я сказал, мне надо что-то у тебя спросить. А она говорит, что именно? Она смеялась и нервничала. Она так смущается. Как я сказал, ты выйдешь за меня замуж или будешь ли ты моей женой? Будь моей Он женой. сделал предложение в мой день И рождения. она ответила, да. А ты сам уверен? Ну что ты. Извините. Декларация прав человека. Мужчины и женщины, достигшие совершеннолетия, имеют право без всяких ограничений по признаку расы, национальности и религии вступать в брак и основывать свои семьи. Права. Права на семью, на счастливую семью. И сегодняшняя тема, она звучит так: созидание любви, достижение настоящей близости. Нехорошо, если мужчина прикасается к женщине. Хорошо, если мужчина не прикасается к женщине. 1 Коринфянам, 7 глава, 1 стих. Апостол Павел вносит запрет на близкие сексуальные отношения в браке. На самом деле это так, или текст говорит немного о другом. Мы сегодня будем смотреть этот текст и о нем говорить. Сегодняшний текст, глава 7, с 1 по 7 стихи, 1 Коринфянам. И если у вас есть Библии, вы можете открыть вместе со мной и прочесть. 1 Коринфянам, 7 глава, с 1 по 7 стихи. Вы писали мне: хорошо, если мужчина не прикасается к женщине. Но чтобы избежать разврата, каждый мужчина должен иметь свою жену, и каждая женщина иметь своего мужа. Муж должен выполнять свои супружеские обязанности по отношению к жене, а жена по отношению к мужу. Тело жены принадлежит не ей самой, но ее мужу. Также и тело мужа принадлежит не ему самому, но его жене. Не избегайте близости друг с другом, разве на короткий период, договорившись это время посвятить посту и молитве. Но после этого будьте опять друг с другом, чтобы сатана не искушал вас невоздержанием. Впрочем, я говорю это в качестве уступки, а не повеления. Я бы хотел, чтобы все были как я, но каждый имеет свой дар от Бога. У одного один, у другого другой. Новый русский перевод в такой редакции. Но остальные переводы, они в принципе также ту же самую мысль и ключевые слова, они идентичны, одни и те же. О чем говорится в этом отрывке? Отрывок сложный. В нем есть несколько трудностей, которые мы сегодня откроем и посмотрим. И его можно разделить на две части. Первая часть – это сексуальные отношения в браке, с 1 по 5 стих. И второе – это уступка, а не заповедь. Это уступка, а не заповедь. Отношение послания к Коринфянам, мы знаем, что это ответ Павла на конкретные ситуации. На конкретные ситуации, которые были в той церкви. И есть ряд трудностей, которые Павел должен прояснить. Ему говорит: как вы мне писали, самый первый стих, да? Вы писали мне. То есть было какое-то письмо, которое они направили Павлу, и Павел ответил на это письмо. И весь этот отрывок, он является ответом на их нужды. Были трудности какие в Коринфе? Сексуальная развращенность, первое. В браке, даже в самой семье, были трудности сексуального характера. В 5 главе об этом пишется. Да, неподобающие отношения внутри одной семьи. Была другая крайность. Были аскеты, которые говорили, что вот здесь нехорошо, если мужчина прикасается к женщине. То есть вообще они были против каких-либо сексуальных отношений. И третья, сама позиция Павла, да, который имел дар безбрачия. И он должен был проконсультировать те семьи, те пары, которые находятся в церкви, между развратниками, между теми, которые совсем не хотят никаких отношений. И нужно принести туда здравое учение. И Павел делает это в этом отрывке.
И это не его слова. Хорошо, если мужчина не прикасается к женщине. Это слова тех аскетов, которые говорили о том, что не нужно прикасаться к женщине, даже тем, которые находятся в браке. Павел говорит, да, хорошо не прикасаться к женщине, но не в браке. То есть до брака это хорошо. В браке, если ты женился, если у вас есть союз, то не стоит. То есть не стоит этого делать. А нужно, чтобы муж оказывал должное расположение жене, и жена оказывала должное распоряжение мужу. Две, крайности. Чтобы брак был наш счастливый, нам нужно избегать греха и достигать настоящей близости. Ответ Павла: избегайте греха и достигайте близости. Павел не против брака и не принижает сексуальность. Мы можем с уверенностью уже сейчас говорить о том, что сексуальность, она может быть сильным орудием, как для созидания, так и для разрушения союза. Не стоит принижать именно эту область семейной жизни. Это может стать очень сильным фактором, который будет объединять. И в то же самое, если будут трудности, то это может стать именно тем фактором, который принесет разделение. Сколько много мужчин, которые не получают должного внимания, которого они ожидают, они уходят в другую сторону. То есть это не оправдывает их, но это является той причиной, почему они так поступают. Сказать совсем, что то есть в одностороннем порядке у нас этого не будет в семье, у нас не будет это в семье вообще, это очень жестко. Это очень жестко. И Павел говорит, не себе принадлежит, но своему мужу, своей жене. Должен оказывать это расположение. Должен оказывать. Он говорит далее о том, что это уступка, а не требование во второй части. Это его желание. Как можно человека заставить любить другого человека? Прямо в приказном порядке ты будешь спать с ним, ты будешь спать с ним, с каким-то чужим человеком, или с человеком, с которым уже практически нет каких-то близких связей. Это ведь пытка. Это пытка. Поэтому Павел говорит, это пожелание. Это не действует в приказном тоне. Для этого должны быть отношения. Для этого должно быть что-то построено. Муж и жена зависят от друг друга в нормальной близости. Это второе, Есть еще одно видео, чуть попозже мы его включим. В отношении этих аскетов есть один анекдот. Муж говорит жене, мы будем заниматься сексом только за деньги. На полу будет стоить 1 рубль, на кровати 5, на природе 25. Жена из сумочки достает 25 рублей. Муж с надеждой, с радостью говорит, на природу поедем? Она говорит, на полу на все. Этого нельзя избежать. И это чувства, которые они могут быть внутри. Давайте мы от обороны, от защиты от греха будем потихоньку уже переходить в наступление. И как это созидать близкие отношения в браке. Есть видео, я хочу, чтобы мы его сейчас посмотрели.
Если вы заметили, оба видео, которые сегодня были показаны, они достаточно такие нежные. Они вызывают очень хорошие эмоциональные впечатления. Есть пары, которые могут реагировать по-разному на конфликтную ситуацию. Одна пара может спокойно пройти это, другая может это развить и сделать из этого скандал еще больше в семье. От чего, говорят, это зависит? От того, что есть некий такой эмоциональный банк положительных эмоций в отношениях. И если он восполнен к этому моменту кризиса другими положительными какими-то воспоминаниями, событиями, тогда они смогут пройти этот кризис легче. То есть она скажет, ну ладно, он так сказал. Отвлечется на что-то другое и пройдет. Но если этого нет, тогда будет что-то еще более серьезнее. И говорят о том, что сексуальные отношения, они важны, они очень сильны, но это не самое главное, как правило, в отношениях. Есть такие вещи, как дружба, как партнерство в семье. И многие исследователи говорят о том, что отношения в парах можно разделить на 3 сферы. Это любовный, страсть, это дружественный, близость, и это партнерские обязательства. И если все эти вещи, они присутствуют, то возникает такая гармоничная любовь. Если же что-то, как мы можем увидеть в таблице, не соответствует, то это тоже будет чувствоваться. И мы можем сейчас, глядя на эту таблицу, подумать о наших взаимоотношениях. Может быть, я где-то отстаю, может быть, наши отношения могут быть еще лучше, может быть, мы можем потянуться в какой-либо из сфер. Если есть или отсутствует какой-либо из пунктов, допустим, есть только дружба. Это симпатия, дружба просто, да? Если есть близость и страсть, это романтическая любовь. И так далее. То есть достаточно интересная таблица. Достаточно интересная. И в таком разрезе я никогда свой брак ранее не рассматривал. И взглянуть по новыми глазами на свои отношения, это очень полезно. Бывает очень полезно. Чтобы нам созидать счастливый брак, нам нужно отходить, избегать греха и созидать настоящую близость. Только физиологические отношения – это слишком узко. Должен быть другой эмоциональный фонд в виде близости, в виде партнерских отношений в семье. Такой интересный ресурс. 7 принципов успешного брака. 7 принципов успешного брака, который предлагает нам следующие принципы, как мы можем созидать наш брак. И именно заповедь Павла о том, что не уклоняйтесь друг от друга, в этом тексте, конечно же, говорится и не только о сексуальной, физической близости, но и о дружественной, но и эмоциональной. Можно быть очень посторонним человеком, который не участвует никак в жизни другого человека. Допустим, первый принцип – интересуйтесь жизнью друг друга. Мужчины или женщины могут быть очень сильно заняты чем-то и совершенно не знать увлечения или жизнь своего партнера по браку. Допустим, мужчина, он очень сильно занят на работе. И когда жена спрашивает, а как зовут нашего домашнего питомца, он не помнит. Да? Или такой каверзный вопрос для некоторых мужчин, а когда день рождения у наших детей. Да? Многие тоже могут. И это будет показывать о том, что такая некая карта любви, которая есть у каждого человека внутри, она не заполнена или она очень маленькая. И чем больше она будет, чем больше мы будем знать, о чем думают наши близкие, наши супруги, что нравится им на своей работе, или что, наоборот, очень тяжело для них. Это будет насыщать, это будет развивать тот эмоциональный банк, который у нас есть. Культивируйте нежность и восхищение. Второй принцип. Культивируйте нежность и восхищение. Многие мужчины, я слышал, они жаловались на то, что им не хватает восхищения от своих близких. Не хватает.
ну вот, говорит, я точно, я помню одного брата, он мне открывался в свое сердце и говорил, я точно, говорит, помню, когда в моей именно семье кризис этот настал, когда моя жена перестала мной восхищаться. То есть говорить какие-то хорошие слова за его самые простые дела, возможно, за какие-то самые простые вещи в семье. Женщина, да, она говорит, вот, допустим, моя жена, она говорит, тебе нужно быть больше, более нежным. То есть говорить какие-то слова, какие-то поступки более нежным. И ей как будто бы этого не хватает. И это нужно восполнять, нужно оказывать должное внимание. К нежности также относятся и воспоминания. Вот. Если мы вспомним хорошие воспоминания в нашей семье. Допустим, когда мы встретились первый раз, какие вот знаменательные события были у нас в нашей семье. Пары, которые разводились, проводили исследования, и им задавался этот вопрос. Вспомните ваш день бракосочетания или ваш день, когда вы впервые встретились, какой он был. Те пары, которые с воодушевлением вспоминали это, они проходили кризис, как правило. Они проходили кризис развода. Те пары, которые уже даже не помнили, да как это было, ну, скорее всего, они разводились. Но если там были такие эмоции, как восхищение, как улыбки, те пары, они проходили. То есть эмоциональный фон, да, вспоминать хорошие события с нежностью. Третье, будьте внимательны друг к другу в мелочах. Одна пара рассказывает, как жена, она сломалась в какой-то момент. Она уделяла своему мужу внимание, и она захотела поздравить его с днем рождения, приехав к нему на работу с тортом и с детьми, чтобы сделать ему сюрприз. Но муж, когда увидел ее, он в своем лице изменился, и он был недоволен тем, что она приехала к нему на работу. Он начал очень негативно: зачем ты это сделала? То есть его лицо поменялось, да, вот в выражении. Но в этот момент зазвучал телефон. И коллега ему звонил, и он отвечал коллеге, и в этот момент его лицо изменилось в лучшую сторону. Он стал доброжелательным, он стал вежливо отвечать своему коллеге. Но когда он положил телефон, он вернулся обратно в состояние негатива по отношению к своей жене. И в этот момент жена, она очень сильно огорчилась. Он готов делать и быть добрым для других людей, но только не для меня. И это стало для нее очень больно, и после этого она стала отдаляться, начал возникать кризис, потому что не был внимателен к своему близкому. Кто-то думает о том, что романтический вечер, свечи, хорошая там музыка, дорогой ресторан, вот это есть залог хорошей семейной жизни, да, это то, что будет вот подогревать. Но на практике оказалось, что гораздо лучше это связь в простых ежедневных вещах. Когда люди вместе идут в магазин, и она спрашивает у мужа: а есть ли у нас дома отбеливатель? Он в этот момент говорит: я не знаю, но на всякий случай пойду и возьму. То есть он оказывает это внимание к мелочам. И он к этим мелочам расположен, чтобы уделять внимание своей супруге. Есть такая жевательная резинка. Любовь это, кто-нибудь помнит? Вот я хотел бы, да, сейчас попросить раздать. И это жевательная резинка из детства, из моего детства, но вкладыши, которые были там внутри, они такие были очень трогательные. Когда мы их открывали, мы видели, что там есть какая-то взаимосвязь между этими нарисованными человечками. Да, такая вот химия, да, происходит между ними. И да, вот мы хотели, чтобы вы также вспомнили хорошие воспоминания из детства, хорошие воспоминания своего брака. Если возможно, то, может быть, вы сможете повторить это со своими половинками, можете сделать это. Если вы это сфотографируете даже, воспроизведете и сфотографируете, и выложите, отметив Церковь Воскресения Христова, будет еще круче.
Многие люди, они думают о том, что их брак, он хороший, идеальный. И они не задумываются над тем, как можно его еще больше улучшить. Как можно его еще больше улучшить. И я всем нам желаю, чтобы наш брак, он был очень счастливым, очень близким. Чтобы мы могли восполнить этот банк эмоций, который позволит нам пройти какие-то неожиданные негативные моменты в нашей жизни. Чтобы наш брак был счастливым, нам следует избегать греха и достигать настоящей близости. Всем благословений. Спасибо.